Привет всем подписчикам и зрителям канала Алкофан. Недавно смотрел передачу по Discovery, где рассказывали, как делается один из самых известных виски Джек Дэниелс. И в этой передаче была раскрыта пропорция зерновых, которые они закладывают в затор. Итак, нам нужно 80% кукурузы, у меня кукурузная мука, рожь 12%, я рожь цельную перемолол на ручной мельнице. И также ячменный солод 8%, у меня солода нету, я взял ячную крупу и тоже перемолол на ручной мельнице, дабы сделать ее еще мельче. Для начала закипячу 12 литров воды. Закипает водичка, засыпаю муку в бродильную емкость, заливаю водой и при этом помешиваю строительным миксером. Замечание по ходу самому себе. Немного я не разобрался, нужно было вылить воду, а потом уже, как всегда, туда засыпать муку. В этом же моменте, когда я сделал наоборот, получается комочки. Приходится долго дрелью их размешивать. Температура этого клейстера 75 градусов. В принципе, можно носить фермент альфа-амилаза. Вношу примерно 3-4 грамма на 1 килограмм крахмала. Как видно, фермент альфа-амилаза сработал на отлично, и клейстер стал в момент жидким. Теперь пусть постоит минут 20-30, остынет до температуры 65, чтобы внести второй фермент глюкоамилаза. Затор достиг нужной температуры, добавляю глюкоамилазу с расчетом 1 грамм на 1 килограмм крахмала. Заматываю бак в одеяло и отправляю в темное место на пару часов. Пусть начинается процесс осахаривания. Прошло 2 часа, брага осахарилась, стала сладкая и остыла до 32 градусов. Добавляю дрожжи. Дрожжей я взял 80 грамм и с запаской. Простые хлебопекарские прессованные. Закрываю крышкой и отправляю на брожение при комнатных условиях. Брага по пропорциям от вискокурни Джек Дэниелс отбродила за 2 дня, что меня очень радует. Бродила при температуре 28-30, уже начала осветляться, вот видно. Но перегонять я ее буду полностью с осадком. Я думаю, что с осадком будет вкус, скажем так, побогаче и должен быть выход тоже побольше. Завожу шарманку и начинаю разогрев. Забежал спирт-сырец, началась первая перегонка. Для примера, аппарат спирт-маш, работает только один холодильник, разогрев на максимум 2 киловатта. Вот такая вот струя, довольно бодренько бежит. После первой перегонки я получил почти 4 литра сырца крепостью около 30 градусов. Я считаю, это просто прекрасный выход. Вторая перегонка. Буду перегонять на аппарате Midget. Перегоняю с дополнительной царгой. Но из царги я вынял наполнитель, то есть сетку. Закипают тарелочки, температура 82 в баке. Мощность кипятки я уменьшил 2 раза. Пусть тарелочки поработают сами на себя. В таком случае отбор голов осуществляется максимально точно и максимально эффективно. Температура в колонне 78,1. И вот начинается отбор головной фракции. Отбираю 10% от абсолютного спирта, который у меня в кубе. Отобрал я уже более чем 100 мл головной фракции, меняю емкость и начинаю отбор среднего тела. Итого,
у меня получилось после второй перегонки более чем литр ароматного зернового дистиллята крепостью 84 градуса. Итак, уважаемые подписчики, попробуем этот самогон проуглевать. Сверху ссылочка, как и делал домашний древесный уголь. Вот самогон, уже разбавленный до градуса 54. Не захотелось мне, чтобы он соприкасался с пластиком. И я взял, просто отфигачил с помощью шлифовального станка дно винной бутылки. Я уже горлышко вот запрессовал вату. Засыпаем уголь, заливаем самогон и ждем результат. Залил я 300 мл этого самогона только на пробу, узнать, что получится. Закапали первые капли. Это же фильтрованный самогон древесным дубовым углем. Пусть набежит, немножко отдохнет и на дегустацию. Начинаю дегустацию домашнего зернового самогона, который был сделан по пропорциям от вискокурни Джек Дэниелс. Ну, по крайней мере, как указано в фильме о этом напитке. Наливаю. И закушу этот самогон домашней селедочкой, пряной в масле. На запах. Ну, смотрите, после углевания появилась такая нотка резкости водочная, которая присуща именно самой водке. Но она соединяется с зерновой сладостью. Да, такой вот приятный водочно-зерновой запах. Пробую. Да, появилась водочная резкость. Именно она идет от угля. Но резкость не, скажем так, она не мешает мягкость. Мягко пьется. Кукурузка чувствуется слегка, а почему-то хорошо и выраженная ячменная сладость, сладимость. Да, самогон изменился после углевания, это однозначно. Я не знаю, этот уголь, который я сделал, он очистил, но смягчил однозначно. Так, под селедочку. Ну, у селедки запах пряным, хорошим запахом. Кориандр хорошо выделяется. Пробую. Итак, по соли нормальная, малосольная, не соленая. Кто любит именно такой, чтобы был соленый, то можно добавить соли побольше. Не 6 ложек, а ложек 7-8. Кому нравится малосольная, то 6 ложек вполне нормально. Есть легкая остринка от перца острого. Также, да, кориандр с тмином хорошо выделяется. Вкусно, очень питательно. Красота. Ну, кто там на кухне, можете рюмочку пильнуть. Самогон, кстати, был разбавлен до 54 градусов. И еще одна заметка по поводу угля. Узнал я у коренных жителей, что у нас тут в округе есть сахарный клен. Так что пойду на поиски с пилой. Думаю, нарежу, насушу и попробую сделать оригинальный уголь, как было показано в ролике. Интересный запах. Вот именно водочная резкость и мягкость такая сладимая самогона. Приятный. Даю добро данной пропорции зерновых. Вкусно. Нужно будет сделать обязательно еще, как в оригинале, вместо ячменя добавить именно сам ячменный солод. Я думаю, такой дистиллят можно смело заливать в бочку. И получится вкуснейший
бурбончик. Так. Селедочка получилась отменная. Храниться, думаю, она может долго, если в масле, и ничего не будет. 3 дня просолки именно то, что надо, равномерно, хорошо. Конечно, есть рецепты и побыстрее, и попроще, но мы не ищем легких путей, как говорится. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Хорошего настроения. Пока.